отстегнулась. Иди, моя рыбка, прощаться с тобой будем, да? Хочу так с тобой прощаться. Моя любовь. Позвони, кстати. Только они еще не приехали. Нет, они уже приехали, она мне писала. Веди себя хорошо, пожалуйста, ладно? Слушайся воспитателей. Позванивай мне, как будет возможность, ладно? Не знаю, когда мы увидимся с тобой. Привезли Лео, ну все, пошли в садик. Мы с тобой увидимся через недельку, наверное. У меня ушки. Ушки. Все, давай, пошли. Мира, мне очень вот это нравится. Это просто Фух, друзья, я закончил рабочий день. Впереди еще 2 таких. Я устал просто как суслик. У меня ноги отваливаются, поясница отваливается. Тяжело, на самом деле, тяжело. Я думал, будет полегче. У меня обычно поясница вообще никогда не устает. А тут все-таки стало уставать. Что? Сегодня был крутой, насыщенный день. Мне очень понравилось. Мне было очень много людей, молодых, таких неформальных, интересных, творческих. Ну, как и все люди, которые ходят вот в этот магазин питерский, подписные издания. Напишите в комментариях, любите, не любите этот магазин. Я думаю, что все любят, все, кто знают. Вот, там была у них кафешка. Там у них есть, вернее, кафешка, у них есть магазин, у них есть читательский зал. Там можно прийти и почитать книжку. И вот наше фотоателье там размещалось. Было невероятно круто. Приходили с собаками. 2 семьи приходили с собаками. Все в восторге от моей работы. Я в восторге от работы команды. Вот. От людей, которые у нас были. В общем, все очень круто. Оксану выписали. Наконец-то она дома. Освободился в 8. Хотя ребята еще работают. Вот. Но так как у Оксаны выписали после операции, я скорее бегу к ней, тороплюсь. Вот, на меня она и так обижается, потому что я пропускаю ее выписку, и я скоро уезжаю в Ярославль. Поэтому она немножко злится на меня, немножко. Вот, поеду домой, буду отдыхать, кушать. Брал с собой фотоаппарат, фотографировал там, еще и на него успевал. Вот. Но это было прежде всего нужно для нашего фотоателье, чтобы сделать кадры для него. Вот. Ну и в целом людей фотографировал. Делал много кадров, когда-то нужно их обрабатывать, не знаю когда. Сюда буду вставлять эти кадры в этот влог. Вот. Такие дела. Билеты на поезд, я не помню, говорил или нет, я купил. Так что в понедельник вечером у меня уже поезд в Ярославль. Вот. Я вообще без языка, без всего. Очень тяжело работать на самом деле, потому что когда это фотоателье размещается на каком-то корпоративе или на каком-то празднике, на дне рождения, тогда ты плюс-минус с одними и теми же людьми контактируешь и знакомишь их с процессом фотографирования, потом с процессом проявки, и получается все равно меньше людей. А здесь получается бесконечный поток с 12 дня до 8 вечера. Вот, каждый новый человек подходит, спрашивает, интересуется, и нужно все это по новой рассказывать.
В общем, такой насыщенный день, но я доволен. Заработаю денежек на этой подработке. Вот, в целом очень хорошо провожу время, обмениваемся контактами, находимся с ребятами, с будущими моими моделями на съемке. Друзья, всем доброе утро. День второй. Я как сумасшедший записываю эти дни. Чё, какие у нас новости, как дела? Все хорошо, вчера пришел домой, помог Оксане принять душ после больницы. Выглядит она уже получше, но все равно живот очень болит. Я думал, будет быстрее все это проходить, но по факту тяжеловато. У меня заболело горло. И не знаю, как я сегодня буду работать. Я прополоскал содой 2 раза сегодня утром. Напился таблеток всяких, колдакт выпил. Вот, надеюсь, что у меня хватит сил на сегодняшний день. Сейчас чуть-чуть прогрею машину и поеду. Сейчас сначала еду на съемку, а потом поеду уже в подписные издания. Меня вчера поразило, что внутри под подписными изданиями очень большой штат сотрудников. Очень много ребят работает, все молодые. Там и так мало места, я не думал, что там еще где-то может что-то поместиться. И много-много книг стоят, стеллажи с книгами, со всякой продукцией типа шоперов, наклеек каких-то. Есть место, где хранятся булочки всякие, заготовки для выпечки и так далее. Очень интересно смотреть на работу магазина, кафе изнутри. Прикольный опыт. Вот. Поехали. Хорошего мне второго дня. Столько красивых девушек и ребят приходят на съемку и при этом не знают, что они красивые. Они признаются мне, что это их первая съемка. Они так жалко отдаются в мои руки и доверяют. И при этом они такие красивые люди, такие красивые девушки, которые не знают о том, что они красивые. Да, возможно, у них там нестандартная красота, да, как мы привыкли, но тем не менее у них есть своя уникальная красота. Красиво. Работаю с таким видом. Вон там не видно. Уже выставляют. В прошлом видео говорил, что здесь будут выставлять растения напротив Исаакия. Показывал эти палеты. И вот уже ездит трактор и выставляет. Короче, очень много девушек не знают о том, что они красивые. И когда они видят мои фотографии, они восхищаются моими фотографиями. Но на самом деле они просто видят то, насколько они красивые люди сами по себе, красивые девушки. И очень круто быть частью этого процесса и видеть эти эмоции и получать благодарность. Хотя в целом я ничего такого не сделал, я просто сфотографировал то, что и так есть. Вот этого, кстати, я не понимаю. Вот эти палеты, они здесь тоже будут? Раньше они были только сзади, или их сюда выставили просто пока идет монтаж? Что-то вот это я не понимаю. Распускается сирень. Скоро будет такая красота. Сколько здесь живу, не могу привыкнуть к этому виду. Каждый раз поражаюсь.
Доброе утро, если его можно так назвать. Я в Ярославле. Это было ужасно. Я каждый раз себе клянусь больше никогда не брать поезд. И все равно каждый раз экономлю 5000 рублей, чтобы поехать на поезде, а не на самолете. Это была просто ужасная ночь. У меня в купе было еще 3 мужчин. В час ночи к нам в купе из соседнего, видимо, купе пришел мужчина, огромный, здоровый, пьянющий. И, в общем, ночью он упал со своей койки. А с нами еще ехал корги, собачка, в клетке. И он на эту клетку, этот корги взвыл. Это было просто жесть. Поезд гремит, пыхтит, тарахтит. Дергается постоянно, все свистит. Кондиционер мне в лицо. В общем, это была просто адская поездка. Вот. Чувствую я себя уже отлично. Сегодня насыщенный день. В 10 утра у меня будет ортодонт. Поеду снимать брекеты. А сейчас решил прогуляться пешком. Зайти, может, в цветочный магазин, купить маме цветочки, выбрать. Сейчас посмотрим. Не переключайтесь. Тут ничего не изменилось, как будто бы я и не уезжал. Все на тех же местах. Зайдем в цветочный, не знаю, открыт, не открыт. Здравствуйте. Так. Что тут у нас есть? А я просто смотрю, спасибо, пока. Пока мне не нравятся цветы. Я умею определять, я хорошо определяю цветы. И вижу, что все такое на последнем издыхании. Мне ничего не понравилось в этом магазине. И я очень хорошо умею определять качество цветов на вид. Меня продавцы всегда переубеждают, когда им удается меня переубедить, что якобы поставка свежая, якобы это не плесень, а черные точечки на бутончике, типа так и задумано, это такой сорт. Эти цветы всегда не стоят дольше 2 дней. Поэтому я уже никому не доверяю, я уже доверяю только себе. Я вижу, что они вялые, значит, я их не покупаю. Вот здесь абсолютно все цветы заветрившиеся, вялые, старые. Вот, поэтому идем дальше. Блин, солнышко такое лупит, мне жарко, если честно. Сейчас надо где-то раздеться. Какая безвкусица и колхоз. Боже мой. Почему вот у нас все так? Жесть. Дизайнер внутри меня умирает. Яр посуда. Шрифт ужасный. Ребята, я извиняюсь за то, что я немножко на негативных вибрациях. Просто... О, цветы, может здесь? С 8 утра и закрыто. Может, это не этот вход. Сейчас обойдем, посмотрим с другой стороны. Да, наверное, с другой стороны. Нет, это был не вход. Вот цветы. Тот вход закрыт. Написано с 8 утра. Но, к сожалению, никого нет. И грустное сердечко. Потухло, поникло. Застряло. Как и мое. Идем дальше. Почему все так? Почему, ребят, почему у нас в России все так? Почему? Жесть. Вот у нас почему-то все так, вы замечаете, что все через задний проход, все через заднее место. Грустно.
Вот, казалось бы, красиво, сирень, все. Ну вот почему так все? Скажите мне, пожалуйста, почему у нас все так? Люди, как вы делаете свою работу? Как так вышло? Почему? Как так можно? Как вкусно пахнет сиренью. Очень вкусно, очень красиво. Почему все так? Объясните мне. Я не то чтобы в каком-то плохом настроении или еще что-то. Просто я делаю свою работу хорошо. Я люблю свою работу и то, что я делаю. А есть люди, которые, получается, не любят свою работу и которые делают ее тяп-ляп, и которым без разницы, как там получится, пофигу вообще просто. Что-то сделали, налепили, делают уборку, молодцы. Что-то налепили как-то все, пускай будет все через задний проход, через заднее место, пускай будет. Вот, я так не люблю, это не мой подход. Вот. Я беру ответственность и несу ответственность за свою работу, за сделанную. Я готов вернуть деньги, если работа там сделана некачественно или еще что-то. Но, к сожалению, так делают далеко не все. Хотя мне кажется, что должно быть именно так. Напишите в комментариях. Бегу, опаздываю на похороны моих комплексов. Ярославль — это выйти за 10 минут до приема. Что и требовалось доказать, мой ортодонт перепутал время, забыл меня записать. Переписали сейчас на 2 часа, но не знаю теперь, что будет, не будет, получится, не получится, снимут, не снимут сегодня. Все через жопу. Моя попытка номер 5, пришел к ортодонту на 14:00, надеюсь, снимет мне брекеты. Посмотрим, что вообще скажет. От того, как он пройдет наш прием, будет зависеть, когда я поеду домой, скоро или не скоро. Возможно, нужно ставить будет коронку, и я задержусь здесь еще на пару дней. Вот. Посмотрим, жду прием. Очень переживаю, что мы не успеем. Потому что сейчас 14 уже. Сколько у него там до следующего человека? За час точно он не успеет мне снять. Короче, вообще ни то ни сё. Не люблю, когда так. Вообще я расстроенный пипец. Чего приехал? Я в шоке. Это была моя мечта. Обалдеть. Но не сильно что-то изменилось, наверное, да? Пишите в комментариях. Я в шоке. С Олегом Андреевичем записались на завтра на 10 утра. Он мне сделает, не будет делать коронку, потому что там живой зуб. Он мне просто сделает пломбу, повесит ретейнеры и отсканирует зубы, чтобы сделать ретенционные капы. Короче, это все недолго, и я думаю, что завтра в целом я уже буду свободен. Послезавтра съезжу в больницу сдать все анализы, какие-нибудь ЭКГ пройти. Что там еще? И можно будет ехать к Оксане домой. Она, конечно, на меня разобиделась, разозлилась, что я уехал. Ну что делать? Будем как-то исправляться. Ну я еще не видел, мне надо в зеркало посмотреть. Но в целом я уже понимаю, что все отлично. Буду улыбаться теперь еще шире. Да вижу, да шок. Шок, Саш. Есть шок. Идеал. Это ты мне отдаешь?
Взяли анализы мне, сделали ЭКГ. Оксана разобиделась, разругались, все там, в общем, все плохо. Можешь не возвращаться, говорит. Ладно, разберемся. Не люблю больницы, боюсь всего этого. Ну, с врачами-то поповаднее, конечно. Что говоришь? Красота, говорит. Покажи. Главное, чтобы муравьей не было. Муравьев? Да. А то же Папа, ты маме запишешь? Угу. Только не записывай в следующий раз. У меня подарок для нее. Хорошо. Потому что... Ты сейчас растрепишь все свои эти одуванчики. Нет.